Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать капюшон-шарф. Я вязала на обхват головы 54-56 сантиметров. И сегодня будем использовать пряжу Alize Puffy на 100 грамм 9 метров, пряжа с большими петлями. А пряжа у меня от магазина пряжа.су. По промокоду, который сейчас на экране, магазин предоставляет скидку 5%. Всю подробную информацию, а также ссылку на пряжу я оставила в описании под роликом. И нам понадобится 2 мотка такой пряжи. Если будете увеличивать размер, то понадобится пряжи чуть больше. Ну что ж, давайте начнем. Берем пряжу и у первой петли обрезаем серединку. Теперь нам нужно набрать 9 петель. Для этого из первой петли вытягиваем вторую. Из второй петли вытягиваем третью. И считаем. Мы сейчас с вами набрали 2 петли. Вот у нас первая, вот вторая. Продолжаем. Из третьей вытягиваем четвертую. Пятую. И продолжаем так, пока у нас не будет вот таких 9 петель. Пересчитываем. Теперь нам из этих петель, которые мы с вами набрали, нужно вытянуть по петле от клубка. Из первой петли у нас уже есть вот это. Находим вторую. Вот первая, вот вторая. Вытягиваем из нее петлю от клубка, следующую по счету. То есть вот здесь между двух петель не должно остаться петель от мотка. Находим следующую петлю и из нее вытягиваем петлю от клубка. И так нужно сделать со всеми. Из следующей петли вытягиваем петлю от мотка. И последнюю. Теперь у нас должно получиться 9 петель. Пересчитываем. 9. Поправляем их. И приступаем к вязанию самого шарфа. Вязать сейчас мы будем справа налево. Находим первую петлю от ряда. Вот она у нас. И из нее вытягиваем следующую петлю от клубка. Дальше находим вторую петлю от ряда и вытягиваем петлю от клубка. Петли подтягиваем вверх, чтобы у нас натяжение этих петель было одинаковым. Находим третью петлю и из нее вытягиваем петлю от клубка, следующую. И также тяну ее вверх, чтобы натяжение было у всех одинаковым. Следующую находим, вытягиваем петлю от клубка и подтягиваем вверх. Так, продолжаю со всеми петлями. В конце ряда опять должно получиться 9 петель.
последняя. Все петли подтягиваем. Приступаем к следующему ряду. Его будем вязать наоборот, слева направо. Находим первую петлю ряда и вытягиваем петлю от клубка. Вторая петля ряда, также петлю от клубка. Третья. Четвертая. Подтягиваем вверх петли. И опять вяжем до конца ряда. 9 петель. Теперь опять справа налево. Из первой петли достаем петлю от клубка. Ряды считать здесь очень удобно. Вот у нас первый ряд, такая галочка, второй ряд, третий ряд. Приступаем к четвертому ряду, идем слева направо. И сейчас вяжем, пока не будет 31 ряд. Считаем от нижнего, первый, второй. Итак, 31. Вот у нас 31 ряд. Теперь мы будем делать разделение на две части, для того, чтобы у нас на полотне было отверстие. Нам нужно сейчас провязать первые 5 петель ряда. Начинаем сначала и вяжем первые 5 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Эти петли оставляем, их пока не провязываем, и будем вязать в обратную сторону. Оставляем и вяжем опять 5 петель. Начинаем с первой, получается, кроме этих 4. Мы провязали первый ряд после разделения, вяжем второй. И теперь опять 5 петель, третий ряд. В другую сторону. Четвертый ряд уже получается, также 5 петель. И заключительный 5-й ряд. Теперь берем и у, получается, ближайшей петли от клубка обрезаем серединку. Еще одну петлю. И теперь посередине разрезаем. Эту нить нужно будет закрепить на изнаночной стороне, поэтому здесь будем аккуратны. Когда будем закреплять все нити, то ее тоже закрепим. Берем оставшуюся пряжу и начинаем провязывать. Кончик у нас с вами остался. Находим первую петлю, будем вязать слева направо и заводим. Провязываем 4 петли. Также 5 рядов нужно сделать уже с 4 петлями. Вот эту нить также закрепим на изнаночной стороне. Идем в другую сторону, справа налево. Второй ряд вяжем. И последний 5-й. И у нас получается 2 разделенные детали. Мы сейчас со следующего ряда будем провязывать обе детали. Начинаем провязывать справа налево первые 4 петли.
Теперь берем петлю следующую и находим петлю от второй детали. И из этой петли выводим петлю от клубка. Продолжаем ряд. Первый ряд, когда уже вместе соединили детали. Все, теперь будем вязать опять, как вязали до этого. И вяжем, пока не будет 7 рядов с момента, как мы соединили 2 детали. 7 рядов. Получается, практически до конца мотка я довязываю. Обрезаем. И теперь петли нужно закрыть. Берем первую петлю, из нее вытягиваем вторую. Из второй вытягиваем третью. Из третьей четвертую. И так, пока не закроем все. Последняя. И из последней петли вытягиваем нить. Теперь закрепим нитки. Для этого мы поворачиваем на изнаночную сторону и находим вот эти вот косички между рядов. Заводим туда нить. И делаем узел. Теперь саму нить прячем вот в этих перемычках. Так, повторяем со всеми нитками. Теперь будем вязать капюшон, и для этого берем шарф и начинаем с краю отсчитывать. Находим первую петлю, вторую, третью. И так, отсчитывая 11 петель, ставим маркер на 12-м. То же самое делаем с другой стороны. Находим первую петлю, вот она у нас. Здесь у нас начало ряда, а первая петля вот. Первая, вторая, третья и на 12-й маркер. И таким образом от одного маркера до другого получается 21 петля. Они у нас как раз и приходятся на наш капюшон. Поворачиваем шарф вот таким образом лицевой стороной. Вот так выглядит изнаночная, вот это лицевая. И начинаем набирать петли от нового мотка. Там, где маркер, заводим петлю от клубка. Дальше вторая петля. Из нее вытягиваем петлю от клубка. И так продолжаем по этому краю до желтого маркера. Из каждой петли по одной. И добираем петли. Там, где наш желтый маркер, также набираем одну петлю. И все, теперь будем вязать по этим петлям. Их можно немножко расправить. Далее вяжем слева направо. Находим первую петлю от нашего ряда и вытягиваем петлю от клубка. Дальше из второй следующую петлю. Здесь так же, как мы вязали шарф.
Провязываем по всем петлям, которые мы с вами набрали. Закончили вязание первого ряда. Приступаем ко второму. Вяжем наоборот справа налево. Также находим первую петлю и вытягиваем из нее петлю от клубка. И так далее по всем петлям. И таким образом провязала 9 рядов. Но сейчас вы можете увеличить длину капюшона. В данном случае капюшон должен доходить до макушки. Я прикрепляю картинку, до какого места должен доходить сейчас капюшон. Поэтому примеряйте, смотрите. Если вам недостаточно, довязывайте еще ряды. А мы приступаем к убавлениям. Первый ряд с убавлениями вяжется таким образом. Вяжем справа налево 9 петель. Только 9. Первая, вторая, восьмая, 9 петля. И посередине полотна, получается, мы будем делать убавку, для того, чтобы у нас капюшон красиво сидел на макушке. Для этого сейчас берем 3 петли и на палец надеваем только центральную. Дальше правую, левую и находим петлю от клубка. Вытягиваем из этих 3 одну петлю от клубка. Дальше вяжем 9 петель до конца ряда. Теперь в 11 ряду вяжем все петли. 2 мы с вами убавили, получается остается 19. 12 ряд, вяжем 8 петель. Провязала. Теперь из этих 3 сделаем убавку, берем центральную петлю, правую, левую, и из них вытягиваем петлю от клубка. Далее вяжем 8 петель до конца ряда. Следующий ряд опять провязываем без убавления, просто все петли. И провяжем еще один ряд с убавлениями, вяжем 7 петель. Дальше 3 центральные провязываем вместе. Вытягиваем из них петлю от клубка. Дальше довязываем ряд до конца. Мне этого уже достаточно. Я обрезаю в конце нить. Поворачиваем вязание лицом к лицу. То есть вот так складываем. И вот таким образом лицом к лицу. То есть сейчас на меня смотрит изнаночная сторона. Нам нужно будет соединить вот эту часть и вот эту. Для этого мы берем, находим первую петлю и из нее вытягиваем первую петлю на противоположной стороне. Дальше идем ко второй петле, из нее вытягиваем вторую петлю на противоположной стороне. Всего должно сейчас получиться 7 таких петель. И одна центральная, мы ее не затрагиваем.
И сейчас нам нужно закрыть петли от левого края к правому. Находим вот эту первую петлю, из нее вытягиваем следующую. Из этой следующую. Опять из этой следующую. И так закрываю все петли. Последняя. И из последней петли достаем нить. Капюшон связали. Теперь хочу дополнительно сделать окантовку. Для этого мы сейчас от одного края капюшона будем набирать петли до другого края капюшона. Заводим петлю и дальше по петлям капюшона. То есть по всей окантовке самого капюшона. Можно, конечно, захватить еще и шарф, но пряжи у меня совсем не остается, поэтому буду делать окантовку только по самому капюшону. То есть получается, идем снизу до центра и опять вниз. Все, последнюю петлю захватила. Обрезаем нить. И теперь петли закрываем. Берем первую, вытягиваем из нее вторую. И так по всем петлям. И вытягиваем нить. Дальше опять закрепляем саму нить на изнаночной стороне. Теперь приступаем к вязанию ушей. И вначале нам нужно оставить вот такой длинный кончик, для того, чтобы потом эти уши пришить. Обрезаем 3-4 петли и приступаем. Для начала нам нужно набрать 5 петель, как мы с вами делали в начале вязания шарфа. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Находим вторую петлю, так как из первой у нас уже есть вот эта петля, и вытягиваем из нее петлю от клубка. Так повторяем еще 3 раза. Теперь провязываем 5 петель. Находим первую петлю от уха и вытягиваем петлю от клубка. И пятая. Теперь у нас будет неполный ряд. Мы с вами провяжем только 3 центральные петли. Для этого первую петлю мы пропускаем и начинаем вязать со второй. Первая, вторая и третья. Эту петлю не провязываем. Теперь провязываем только одну центральную петлю. То есть пропускаем вот эту и провязываем одну петлю. Следующие 2 также не провязываем. Теперь находим петлю от клубка и обрезаем середину. После чего обрезаем саму нить. Теперь перед нами вот такое ухо. Нам нужно найти вот эту петлю первую и из нее вытянуть следующую. Из этой следующую. Дальше мы не идем в этом направлении, а наоборот. Из последней вытягиваем предыдущую. А из этой центральную. Так как именно здесь у нас с вами находится вот эта нить. Теперь у нас осталась только центральная петля. Мы в нее заводим ту нить, которую оставляли.
И на изнаночной стороне начинаем закреплять вот эту нить. Одно ухо пришила. Сейчас будем пришивать второе. Берем иголку с большим ушком. В принципе, можно пришить и руками. То есть я сейчас буду показывать, как это делать иголкой, но так как здесь большие отверстия, поэтому можно пришивать руками. Нам сейчас нужно отсчитать 4 ряда. Вот у нас центральное место соединения двух деталей, центр. Отсчитываем первый, второй, третий, четвертый ряд. На четвертом ряду будет само присоединение. И теперь от места присоединения двух деталей отсчитываю первый, второй, и вот у нас получается третий ряд. Прикладываю сюда ухо. И здесь смотрю, чтобы у нас ухо располагалось на вот этой одной дорожке. Теперь подхватываю сам ряд за заднюю стенку, нить вытягиваем. Дальше заводим за ухо. Потом опять за петлю от ряда за ухо. И саму нить теперь выводим на изнаночную сторону. Здесь закрепляем. И вот такой шарф у нас получился с капюшоном. А если ролик вам понравился, то не забывайте поддержать его лайком и комментарием. Всем пока!